Я сейчас буду насквозь сырой, блядь. Вот они горы, ребята! Погода резко меняется, вон уже туча какая. Я думаю, сегодня ливанет ночью, но крепче будет спаться. Смотрите, в общем, я вот пришел вот оттуда, короче, оттуда, вот так, сюда, сюда. Вот там вот перебродил. Пошел сначала сюда, потом понял, что мне не туда. Начал подниматься вот так. Поднялся вот там вот. Прошел, ой, блядь, поднялся вот здесь вот. Прошел вот так, вот там водопад. Так, это он. Не вижу, да, вот. Короче, потом вот так. И вот я здесь. 4:19 на часах. Вышел, считай, на тропу. Это в час. Того 3 часа. Это все меня заняло, хотя изначально мне сказали, что мне идти максимум 1,5 часа. Это без учета того, что меня подкинули на копейки автостопом. Да, что-то, короче, либо я реально не так пошел, как обычно выбрал не самый простой путь. Ну так даже интересней. Кстати, мимо вон тех лошадей я и проходил. Вон там идет ручей, я его бродил. А сейчас я около вот этих прекрасных дам. Привет! Воу! Коровушки, буренки. Вот вы же мои красавицы. Вы же мои хорошие. Как вас тут много. Вы чё? Вы чё тут устроили, а? Мне пройти надо? Ну-ка, как мы с вами разойдемся? А ну-ка! Похуй вам, да? Ну ладно. Ну чё вы? Давайте прощаться. О, дождь накрапывает. Давайте, я, короче, вломил. Мне охота промокнуть сейчас еще. Ветер что-то усилился. Я, получается, вот оттуда пришел. Сбоку, слева от той горы. Накрапывает дождь все сильнее и сильнее. Где-то вдалеке слышен гром. А я такой посмотрел прогноз погоды. Думаю, да блин, 36, 38. Думаю, да какой дождь? Зачем мне брать штормовку? В итоге я сейчас буду насквозь сырой, блядь. Да, ну только дурак не учится на своих ошибках. Да, может тут навалить реально. Видите вдалеке вон ту белую палатку огромную? Вот мне туда. Вот так вот вас переверну. Туча пошла стороной, по правую сторону вон видно, как этот поливает. Вот, я тут встретился. Брат, как зовут? Боже. Сам не промок? Нет. Нормально? Да. Я видел тебя же. Ты меня не видел там? Нет. Я шел, я видел, ты оттуда, где водопад был, А. ты же оттуда гнал скот. Да. Я хоп-хоп, быстренько тебя догнал уже, когда дождь начал поливать. Ладно, брат, я пойду. Если что, надеюсь, увидимся еще. Давай, хорошего дня. Вы же мои хорошие, а. Короче, тем временем туча опять меня догоняет. Надо реально ускоряться. Оп! Короче, все ближе и ближе. Главное успеть палатку поставить. Реально, не в ливень. Еще сушиться. Еще за водой надо сходить. Воды у меня там кот наплакал. Воу, песик! Вот он на меня лает. Не лай на меня. Ветер просто с ног сбивает. Ошалеть. Короче, что-то прям зябко стало. То жарко, то холодно. Вот они горы, ребята. Самые настоящие. Знаете, туча мне не нравится, конечно. Но ничего. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Бля, может здесь палатку поставить, а? Мне надо вот сюда. Вот осталась финишная прямая, вот этот сосочек на горизонте. Прямо по центру. Туда. Встретил он Сапар-Али. Это его палатка. Надо будет вломить маленько. Вот под такому склону. Ну как вам объяснить? Вот я выставил горизонт. То есть как бы, понимаете, да, склон. Мне надо до воды добраться. То воды осталось миллилитров 300. Погнали. Думаю, кофту одеть или так же на ходу высыхается.
принципе. То накрапывает жестко, то перестает вообще. Но я чувствую, что плечи уже мокрые, поцарели. Вау! Блять, вот это было опасно. Одежда высохнет. Впечатления останутся. Вон там бабочка красивая летает. Сверкает там. О, но я пока в низине, так что в принципе бояться нечего. Я тоже рад тебя видеть, братуха. Бля, я добрался, ребят. Я добрался. Слышите, да? Вот она, матушка природа. Любите природу, и она полюбит вас. Жестко. Да, может, это до плоту дойти? А? Или тут погостить у Сафарали? Отличный мужик. Он этот пастух местный. Так. Я вот в Инстаграм выкладывал, как на осле катался. Это его осел. Только не этот, а белый, понимаете? Элитный. Он сейчас на нем как раз. Сейчас как раз посмотрим быт. Как тут все. Вот этот загон для стада барашков. Для большого стада. Да. Ослик. И а вот там Сафарали поднимается потихоньку. Да не бойся ты. Осел. Осел. Я свой. Слушай, а оттуда этот шатер казался гораздо больше, на самом деле. Почему-то я думал, что он гигантский. Да. Что, здесь где-нибудь палатку поставить? Я же этот ультралегкоход, блин. Забыл, оставил 2 колышка для этих. И подумал, да что там, говорю, типа, пониже спущусь там, где земля. Там и вобью, короче, эти коля. В итоге, вот если бы не Сафарали, у него хворост был немного. Сейчас наколол. И такие массивные коля прям вбивал вот этим топором. Иначе никак. Сейчас буду готовить жральню. Ой, не жральню, трапезничать будем. Мы же аристократы. Вот, как бы, вот такая вот классный шалашик. Вот это Сафарали, его апартаменты. Вообще прикольно, на свежем воздухе. Он ушел, кстати, там у него баранина ушла куда-то туда. Вот, я вот палаточку тем временем. Там, конечно, срач дикий. В принципе, сейчас я так накидал, тут просто поливало. Сейчас только что туча над нами была. Там в эту сторону пошла, ветер ее сдувает. Вот. И тут у нас, короче, лежбище. Короче, вот такой чисто холостяцкий быт. Че, термос. Вот такая тут писька. Так, дальше. Книгу мне подарил, кстати, Георгий Калинин. Это вот как раз таки тот дедушка, который заведует вот этим, как его, музеем, в который я попал. 3 сезона в Небесных горах. Так, далее. Ну, аптечка, само собой. Она у меня, кстати, вообще, типа, худо-бедная. Надо ее нормально укомплектовать, а то я как этот, реально, благодаря вашим молитвам, наверное, только передвигаюсь. Нормально жив целый орел. Полотенце. Отличное полотенце. Кстати, надо будет поснимать обзоры на снарягу. Если хотите, пишите в комменты, как бы, что есть, все расскажу, покажу. Сегодня по-спартански, без каких-либо там удобств. Рюкзак, короче, подстелил под ноги, чтобы чуть повыше были. Чтобы потому что склон, во-первых. Во-вторых, ну, чтобы ноги отдохнули. Как бы вот, сейчас будем готовить еду. Вот это мешок с едой. Короче, что вам раскладочку показать, да, наверное. Так, ну, классика, ребята, хлебцы. Бич-пакет, куда же без него. Второй бич-пакет, это вот отечественный ролл, там, ну, как говорится, по старой памяти. Так, это, ребята, халяль, в первую очередь. Говядина тушеная, кусковая, голд. Врубаетесь? Голд. Так, дальше. Я на самом деле много набрал, паштет. Но, честно сказать, он уже все, короче. А, нет, это потому что его давануло. Надо будет, кстати, посмотреть. Мне кажется, он попортился, потому что он вздулся. Хранить до 25 градусов, а сегодня температура до 40 поднималась. Я не знаю, стоит ли это есть. Напишите в комментариях. Хотя я это, наверное, по-любому съем с голодухи. Так, тоже халяль, между прочим. Дальше, вот это я брал, короче, на этот... Слышите, да, как ветер херачит? Вот это я брал чисто
чисто на маршруте поточить. О, ребята, хватит бить мою палатку, Короче, Ладно, сейчас закроемся маленько. это я брал чисто на маршруте поточить. Вот, и что-то так пить хотелось, что я думаю, не, типа, попозже. Было очень жарко. В итоге я, кстати, сейчас смотрите, время ошалеть. Время без 10, короче, 6. А я ел последний раз где-то в 6 часов утра. И 5 пакетов гречи, ребята, это все. Это жесткая контрабанда в Узбекистане. Тут она реально дороже стоит, кстати. Это не шутка. Рядом граница с Казахстаном, ну как без конины, типа, ребят, ну алло. Вот. Ну тут, кстати, не написано, что халяль, ну да ладно. Что-то там, что-то. Тушеная кусковая. Foodmax тоже, кстати, эта фирма. Я в прошлый раз брал, мне очень зашло, очень понравилось. И, не знаю, может это вкусовщина, или я был дико голодный, прям как сейчас. Вот, сейчас я закипячу воды. Оставлю, закину в термос и остаток сварю гречи. И закину вот это дело. Не, с конины начну, конины хочу. Хочу конины. И, собственно, все, такая раскладка. Это я брал, по сути, на сутки, на 1,5 суток. Но этого реально с лихвой хватит. Вот, еще вот такие вот ништяки, которые уже превратились, ну, просто в желе, субстанцию такую склизкую. И это чисто высасывать из этого пакета, из этих маленьких упаковочек. Короче, вот так вот. Естественно, этот срач я уберу, наведу здесь порядочек, лягу просто как барин. Все будет прекрасно. Панама. Помещение надо снимать. И что могу сказать? Пойду я, короче, ставить горелочку. Решил вломить сейчас, набрать воды в бурдюк. Ну, чтобы запасы сапарали не расходовать. И, в принципе, что-то 2 шага пройтись мне. Вон, за холмом, за плато. Туда и чуть пониже. Да, я прогуляюсь, озамнусь, тем более вон пополивало, короче. И все, ушла туча. Ну, я же говорю, природа меня просто обожает. Так, иногда испытывает, конечно. Кстати, ребята, смотрите, видите, загар, типа лег вот так вот. И со стороны ощущение, что у меня грязные ноги. Ну, сейчас они реально грязные, типа, вот мозоль. Но, а так, вот, видите, пальцы тоже загорелые. А ощущение складывается, что это реально грязь, знаете, такая пыль дорожная. Да, вспоминаю, как гроза в прошлый раз просто херачила, когда мы ночевали. Я так в жизни не боялся. Короче, если накидаете там много лайков, комментов. Короче, если будет фидбэк, то я расскажу в красках. Ну, там, баранина. Сейчас бы в мангале. Смотрите, как красиво. Просто гляньте, вот там палаточка.